Санта? Ага. Решил принести подарок пораньше? Нет. Хочу мягкую игрушку. Слона. Розового. Ну, мечтаю в одну руку, сри в другую. Потом проверь, какая быстрее заполнится. В ювелирный магазин пришла мать с 2 детьми, чтобы продать свое золотое кольцо. Мужчина спросил у нее, почему вы хотите его продать. На что она ответила: я полностью разорена. В процессе разговора выяснилось, что это кольцо было подарком от ее мамы, и оно много для нее значит, но, к сожалению, так сложились обстоятельства, и она вынуждена его продать. Мужчина спросил: сколько вы хотите за него? «Не знаю», — ответила женщина. Он дал ей приличную сумму денег и вернул кольцо со словами: «Вы же сказали, что это подарок, вот и возьмите». От такого доброго жеста женщина расплакалась и была очень благодарна. «Береги свою маму», — напоследок сказал мужчина сыну. Парень из США, который ведет пранковый канал на ютубе Big Dose TV, иногда снимает благотворительные видео, в которых дарит подарки прохожим и незнакомым людям. Он подошел к девушкам и сказал: «Я хочу купить кофе, но забыл кошелек дома, не могли бы вы помочь мне?» На что они ответили: «Нет, извините». Но потом девушка решила дать ему $1, а взамен он подарил ей 11-й iPhone. iPhone 11s. Yo. No. No. Yeah. No. Yep. Thank you so Yeah, you're welcome. Have an amazing day. Yeah, you too. А вот этим 2 везунчикам парень подарил PlayStation и Xbox. What? You're lying. Yep. What? В этом видео парень заказал еду и дал курьеру $500 чаевых. Holy crap, thank you. Thank you so much, man. Wow. Доставщик сначала не понял, что произошло, а потом чуть не заплакал. She's back there for you. You alright, man? Thank you so much. Yeah. Дети решили сделать своим родителям подарок. Чтобы это было еще большим сюрпризом, отцу и маме надели повязки на глаза и провели к подарку. Mommy's doing the same thing. Just sit. It's okay. Put one hand over here, one hand over there. One, Ready? two, 1, 2, three. 3. Сначала отец был в недоумении, а потом ему сын сказал: «Глянь на руль». Pa, Honey, Dad. look at the steering wheel. The steering wheel, Dad. No. Gotta hold it down. Give us some gas, Bob. Bob, give me gas. Отец так долго не мог прийти в себя и поверить в реальность Феррари, что сын отвел его к задней части автомобиля посмотреть, насколько она прекрасна. Сами того не подозревая, дети уже давно сделали самый главный подарок в жизни родителей. Вы только посмотрите, сколько вокруг бегает внуков. Это Уильям Рид, бодибилдер из Батавии, штат Нью-Йорк, который с самого детства страдает дальтонизмом. На 66-й день рождения его семья решила собраться вместе, чтобы подарить ему очки инхрома с линзами для коррекции цвета, которые помогают дальтоникам различать цвета. 2 дочери, Жюстин и Миранда, вместе с мамой Пэм реально удивили его таким подарком. Это привело к поистине невероятной реакции. Уильям очень скуп на эмоции, поэтому то, что он сломался и заплакал, было довольно эмоционально для меня и моих девочек, сказала Пэм. На видео видно, что Уильям явно поражен, надев очки, он не мог говорить примерно минуту. В конце концов он начал проверять очки на предмет своего обычного зрения и сказал: «Я не видел этого вечно». Мы отвезли его в парк штата Лэчворт здесь, в Нью-Йорке, чтобы он увидел, как меняются цвета листьев, блеск огней на рождественской елке и сияние радуги в небе, сказала Пэм. Ранее Пэм была напарницей Уильяма по тренировкам, но вскоре поняла, что самая большая мышца его тела – это его сердце, и вышла за него замуж. После того, как датчанин Пол Хёртбюль выиграл в лотерею крупную сумму денег, он решил раскрыть выигрыш своим сыновьям самым напряженным способом. Отец-одиночка 2 детей усадил своих пацанов за стол и дал им на карманные расходы по 5000 крон и вручил по iPad, после того, как сказал им, что бросил работу, потому что выиграл в лотерею хорошую сумму денег – 200 000 крон, это около $35 000. Der er 5.000 kroner til at handle for i morgen. Hvor har du vundet? Oh my god. Der er sgu lige sådan her til dig også. Oh my god. Oh my god, det mener du ikke. Они чокаются бокалами, пьют шампанское, затем Пол говорит своим сыновьям:
Мне нелегко сказать это, но я солгал вам. На самом деле мой выигрыш был намного больше, 1 миллион крон, и бросает им на стол еще по 5000, а также 50 тысяч крон. Парни были в шоке. И тут отец решил добить их окончательно, раскрыв фактическую сумму выигрыша в 15 миллионов крон, это около 2 миллионов 700 тысяч долларов США. Этот ребенок родился глухим. Мама купила ему слуховой аппарат, и он впервые услышал ее голос. Младенец такой счастливый и при этом чуть не плачет. Это очень трогательно. Барт Хики работает автомехаником уже 30 лет. У него собственная мастерская в Алсипе, Иллинойс, США. Но сам он никогда не водил машину, потому что слепой. У Барта была одна большая мечта – нажать на газ, почувствовать прилив скорости и свободы. Его сын Брэндон решил осуществить мечту всей жизни своего отца. Он обратился в компанию Mercedes-Benz, которая с удовольствием помогла ему, выделив для этого Mercedes AMG GTR. Джессика из Лас-Вегаса, которая работает официанткой в Чили, даже и не подозревала, что произойдет с ней на работе. Ее бывшая учительница младших классов, которая на протяжении жизни поддерживала с ней контакт, сообщила в отряд сюрприз Fox 5, что Джессика нуждается в помощи. Дело в том, что ее муж Роберт на тот момент боролся с раком яичка, который распространился через желудок в легкие. Джессика много работала, так как нужно было оплачивать больничные счета, из-за этого она не могла находиться рядом с мужем. Еще и вдобавок у них было 4 детей. Больница находилась далеко, поэтому Джессике после работы приходилось долго туда добираться. Команда сюрприз Fox 5 сотрудничает со многими спонсорами и помогает людям в тяжелых ситуациях. Сюрприз начался с того, что Джессика получила крупные чаевые от посетителей. $200, 300, 500. И наконец мужчина дал ей $1000. В этот момент в кафе заходит съемочная группа с командой «Сюрприз» и вручает Джессике сертификат на сумму $10 000. Также ей предоставили автомобиль и оплатили номер в отеле, который находится недалеко от больницы, где лечится Роберт, чтобы в такой трудный момент для мужа ей не приходилось работать, и она была рядом с ним. В итоге, к сожалению, Роберт не смог победить рак и скончался в возрасте 25 лет. Эта история и предыдущая заслуживают первого места, но чтобы не оставлять вас грустными под конец видео, я поставил их в топе чуть раньше. После трагического происшествия погиб 22-летний Мо Домингес. Когда его семья приняла решение пожертвовать его органы, более 100 врачей и сотрудников больницы Пидмонт в Атланте собрались, чтобы почтить щедрый дух этого молодого человека и его семьи. Мо пожертвовал свое сердце, печень, легкие, поджелудочную железу, почки, глаза и таким образом спас много других жизней. Парню из Франции во время стрима на Твиче задонатили 1 миллион евро со словами «Я намерен исправить Францию, сделав этот подарок дорогому Рири». А на этом все. Подписывайтесь на канал Взрыв Мозга, интересное рядом. Пока.